просторном выставочном зале в городке Фэрфилд, штат Монтана, раздавался гул равнодушных разговоров и ленивых насмешек, когда яркий свет прожектора выхватил из темноты фигуру, лежащую в центре площадки. Это был вороной мерин, когда-то без сомнения великолепный, но теперь покрытый сетью шрамов, безмолвных свидетельств страданий и жестокости, пережитых им за годы. Голос аукциониста эхом пронесся по помещению, излучая отчаяние. «Кто начнет торги? Кто-нибудь сделает ставку?» Толпа не отреагировала. По залу пронесся смешок. «Да кому он нужен? Эта развалина не стоит даже копейки», – пробормотал кто-то из заднего ряда. Шепоты становились все громче, переходя в язвительные замечания. «Похоже, он совсем сломлен», – заявила женщина в дорогом пальто, с презрением оглядев лошадь. Ее окружение согласно кивнуло, вынося животному беспощадный приговор. Глаза лошади казались пустыми, ее дух был сломлен годами боли и отчаяния. И вдруг скрип. Кто-то отодвинул стул в самом конце зала. Публика обернулась. Встал молодой человек в поношенной куртке и выцветших джинсах. Его звали Алекс. Он резко выделялся на фоне лощеной высокомерной публики. «Я возьму его», – произнес он негромко, но твердо. Слова прозвучали, как удар грома. Люди удивленно зашептались. «Серьезно?» – усмехнулся кто-то. Но Алекс не обратил внимания. Он не сводил взгляда с лошади. Что-то в выражении его лица заставило замолчать даже самых язвительных критиков. После оплаты Алекс подошел к лежащему мерину. Он присел рядом, стараясь установить контакт. Лошадь дрогнула, но не отвела взгляд. Алекс наклонился ближе и тихо прошептал что-то, что никто не мог расслышать. Уши лошади дрогнули. Он поднял голову впервые за весь вечер. Той же ночью Алекс бережно привел коня в свой небольшой, но ухоженный хлев на окраине Сильвер-Крик. Так началось их совместное восстановление. Утреннее солнце заливало конюшню мягким светом. Алекс стоял неподвижно, наблюдая за лошадью. Он назвал его «Шторм», в честь того, кто однажды должен пробудиться с новой силой. Шторм стоял, напряженно застыв в углу, мышцы его были напряжены, движения скованные кованными. Алекс понимал, его ждет тяжелый путь. Но что-то в глубине подсказывало ему. Это того стоит. Он проводил часы у стойла, читал вслух книги, просто молчал рядом. Не торопил события, зная, доверие нельзя заставить. Однажды Шторм сделал первый шаг к нему. Алекс замер. Конь по-прежнему нервничал, но в его движениях уже чувствовалось любопытство. Это был первый настоящий шаг вперед. На следующее утро Алекс решил вывести Шторма на пастбище. Но стоило ему поднести уздечку, как лошадь взвилась на дыбы, истошно заржав. Алекс отступил, не повышая голос. Он говорил спокойно, давая Шторму пространство. Было ясно. Шрамы Мерина тянулись далеко за пределы кожи. Они проникли в самую суть его памяти. Дни превращались в недели. Постепенно выстраивался ритм. Неудача, попытка, крошечный успех. Алекс читал реакции Шторма, как страницы книги, вздрагивание от крика, оцепенение при резком движении. Все говорило о тяжелой судьбе. Однажды вечером под пурпурно-оранжевым небом Алекс решил попробовать новый способ. Он принес щетку и начал осторожно чистить коня. Шторм сначала напрягся, но мягкие медленные движения Алекса делали свое дело. Со временем дыхание Мерина стало глубже, а тело расслабилось. Он впервые по-настоящему успокоился. Под рукой человека. Незаметно для Алекса преобразование Шторма стало обсуждаемым в Хейвен-Ридже. Люди, которые раньше смеялись над затеей, теперь наблюдали с интересом. Кто-то с удивлением, кто-то с завистью. Алекс же думал только об одном. Как помочь Шторму исцелиться окончательно. В один из дней он вывел Шторма на большое пастбище. Лошадь колебалась, будто сдерживала себя. Алекс не подгонял. Он просто стоял рядом. Шторм сделал шаг, затем еще один. Так начиналась его новая свобода. Но вдруг под копытом треснула ветка.
Шторм всполошился и, охваченный паникой, сорвался с места. Алекс звал его, бежал следом, сердце колотилось в груди. Через несколько часов поисков он нашел Шторма у дальнего края пастбища. «Все хорошо», — сказал он. «Теперь ты в безопасности». Тем вечером к Алексу подошел пожилой человек, бывший владелец соседнего ранчо, мистер Эллиот. «Ты добрый парень», – произнес он. «Но чтобы спасти его, ты должен понять, что именно было сломано». Эти слова долго не покидали Алекса. Он решился найти ответы. Поиски привели его обратно в аукцион Фэрфилда. Там он получил куцее досье, имя прежнего владельца, Малкольм Бэйн, и адрес – полуразрушенное ранчо в округе Каскад. Усадьба пребывала в запустении. Вышел пожилой мужчина с острым холодным взглядом. «Чего ты хочешь?» – спросил он. «Юст». После тяжелого разговора Бэйн признал. Шторм был частью группы лошадей, подвергавшихся изнуряющим тренировкам для забегов. «Он просто оказался слабым», – отрезал Бэйн. На прощание Алекс задал вопрос. «Почему не усыпили?» Тот замялся. Думал, может, кто-то увидит в нем то, чего не увидел я, пробормотал он. Вернувшись, Алекс рассказал все Шторму, гладя его гриву. «Я знаю, через что ты прошел. Больше ты не будешь один». Тем вечером в конюшню постучали. Вошел высокий мужчина. «Ты Алекс? Меня зовут Лукас. Я работал с Бэйном. Я искал этого коня». Алекс напрягся. «Зачем вы здесь?» «Потому что он особенный. Я видел его в лучшие времена». Но Бэйн перегнул палку. «Я пришел не отнять его, а помочь, если ты позволишь». Алекс неохотно согласился. «Только на моих условиях». На следующий день Лукас начал с простых упражнений. Шторм поначалу напрягался, но со временем начал отвечать. Он делал шаги, уши повернулись вперед, признак заинтересованности. «Видишь?» – сказал Лукас. «Дело не в контроле. Это партнерство. Шли недели». С каждым днем Шторм укреплялся, но вспышки страха еще случались. Тогда Лукас сказал, чтобы полностью исцелиться, ему нужно снова встретиться с Треком. Не ради побед, а ради себя. Алекс сомневался, но понял. Это может стать завершением круга. Они выбрали закрытую тренировочную дорожку недалеко от города, без толпы, без давления. Алекс волновался, но вел Шторма мягко. Лошадь остановилась на краю, фыркнула, ноги подогнулись. Алекс коснулся его шеи. «Только если ты готов». И Шторм сделал шаг. Потом еще. Он не рвался вперед, но шел ровно, спокойно, свободно. Слезы навернулись на глаза Алекса. Это был не просто бег. Это было освобождение. Через год на ярмарке в Хейвен-Ридже Шторм и Алекс вышли на показ. Без стремян, без принуждения. Просто двое. Человек и кучеру Лори Кэтси спасли друг друга. Толпа аплодировала. Но Алекс смотрел только на Шторма. В его глазах не было боли, был свет. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра.